Пролог. Драконова гора. Время от времени дворец подрагивал, словно сама земля содрогалась от воспоминаний и тяжко вздыхала, не желая поверить в случившееся. Солнечные лучи, прорываясь сквозь трещины в стенах, выхватывали клубившуюся еще в воздухе пыль. Выжженные отметины пятнали стены, полы, потолки. На вспучившихся красках и позолоте когда-то ярких фресок виднелись широкие черные мазки. Хлопья сажи покрывали тела людей и животных, так и не сумевших убежать от настигающего их безумия. Мертвые лежали повсюду. Мужчины, женщины, дети, искавшие спасения, когда в них из каждого коридора ударили молнии, когда их объяло подкравшееся сзади пламя, когда под их ногами потекли каменные плиты дворца, в которых они тонули еще живыми. Потом воцарилось безмолвие. Но в странном контрасте с окружающим неповрежденными остались многоцветные гобелены, сохранились фрески. Лишь там, где стены покосились, творения художников были попорчены. Мебель с превосходными резными узорами, отделанная золотом и драгоценной костью, стояла на прежних местах, только кое-где застывший волнами пол опрокинул стулья. Удар, поразивший разум и скрутивший рассудок, был нанесен точно в цель, не задев роскошную обстановку. Льюс Террин Теламон бродил по дворцу, ловко удерживая равновесие, когда пол под ногами вздрагивал. «Ильена, любовь моя, где ты?» Светло-серый плащ его потянул за собой кровавый след, когда Льюс Террин Теламон перешагнул через тело золотоволосой женщины. Черты ее красивого лица были искажены ужасом последнего мгновения жизни, а открытые глаза застыли в неверии. «Где ты, жена моя? Куда все попрятались?» В покосившемся зеркале на обожженном мраморе стены взор человека уловил его собственное отражение. Королевские одежды серого, алого и золотого цветов, одеяние, некогда великолепное, из редкой ткани, привезенной купцами из-за мирового моря, а теперь рваное и запачканное, было запорошено пылью, покрывавшей лицо и волосы. На мгновение рука мужчины коснулась эмблемы на плаще, черно-белый круг, цвета которого разделялись волной. Что-то он значил, этот символ. Но вышитый круг задержал внимание ненадолго. В удивлении Льюс Террин Теламон уставился на свое отражение. Высокий, средних лет, когда-то красивый, но теперь седины в его темных волосах было гораздо больше. Морщины усталости и заботы ссекли лицо, на котором выделялись темные глаза, видевшие слишком многое. Льюс Террин засмеялся и запрокинул голову. Эхо покатило его смех по безжизненным залам. «Ильена, любовь моя, иди ко мне, жена! Ты должна увидеть это!» Воздух за его спиной заребил, задрожал и уплотнился в человеческую фигуру. Возникший словно бы ниоткуда, мужчина стал осматриваться по сторонам, неприязненно кривя губы. Не такой высокий, как Льюс Террин, он был облачен во все черное, за исключением ослепительно-белого кружевного воротника и отворотов высоких до бедра сапог, отделанных серебром. Он осторожно шагнул вперед, брезгливо подхватив полы плаща, чтобы не коснуться им распростертого тела. Пол дрогнул в слабом толчке, но все внимание человека в черном было приковано к смотрящему в зеркало и хохочущему мужчине. «Повелитель утра», — произнес незнакомец, — «я пришел за тобой». Смех стих, как будто его и не было. Льюс Террин, ничуть не удивленный, повернулся. «А, гость! У тебя есть голос, незнакомец? Скоро настанет время для песни, все приглашены принять в ней участие. Ильена, любовь моя, у нас гость! Ильена, где же ты?» Глаза человека в черном расширились, взгляд метнулся к золотоволосой женщине, затем обратно на Льюса Террина. «Шайтан тебя побери! Неужели порча уже так вцепилась в тебя?» Это имя
Люстерин вздрогнул и предостерегающе поднял руку. Не нужно было произносить это имя. Это опасно. Хотя это ты помнишь. Опасно для тебя, глупец, не для меня. Что еще ты помнишь? Вспоминай, идиота, слепленный светом. Я не допущу, чтобы все кончилось, пока ты без памяти. Вспоминай. Минуту Люстерин, подняв руку, любовался узорами копоти на ней. Затем вытер руку о еще более грязное одеяние и повернулся к незнакомцу. — Кто ты такой? Чего тебе надо? Человек в черном развернул плечи и надменно произнес. — Когда-то меня называли Эллен Морин Тедранай, но теперь предавший надежду, — прошептал Люстерин. Воспоминания начали пробуждаться, но он мотнул головой, испугавшись их. — Значит, кое-что ты помнишь. — Да, предавший надежду. Так люди называли меня, а тебя они прозвали драконом, но я не ты. Я не принял нового имени. Они дали его мне, стремясь меня оскорбить. Но я заставил их склониться перед этим именем и служить ему. А как ты поступишь со своим именем? После этого дня люди будут звать тебя убийца родичей. Тебе нравится новое имя? Люстерин обводил взглядом разоренный зал. Ильена должна быть здесь и встречать гостя. Отсутствующим тоном пробормотал он. Затем сказал во весь голос: «Ильена, где же ты?» Пол вздрогнул. Тело золотоволосой женщины шевельнулось, словно откликаясь на призыв. Люстерин не замечал ее. Эллен Морин скривился. «Посмотри на себя», — сказал он с презрением. «Было время, и ты первым стоял среди слуг. Было время, и ты владел кольцом Тамерлина и восседал на высоком троне. Было время, и ты призывал к себе 9 жезлов владычества. Взгляни на себя теперь. Жалкое, растерзанное создание. Но и этого тебе мало, ибо ты унизил меня в зале слуг. Ты одолел меня пред вратами Паран-Дизен. Но теперь я более велик. Я не дам тебе умереть в неведении. Когда ты умрешь, последней твоей мыслью будет мысль о твоем полном поражении. Ты осознаешь, сколь она глубоко. Если я вообще позволю тебе умереть. Не могу понять, куда делась Ильена. У нее найдутся для меня неласковые слова, если она подумает, что я прячу от нее гостя. Надеюсь, беседа с ней понравится тебе, а ее-то она точно обрадует. Но предупреждаю, ты рискуешь провести остаток дней своих, рассказывая ей обо всем, что знаешь. Отбросив черный плащ за спину, Эллен Морин воздел руки. «Как жаль», — посетовал он, — «что здесь нет кого-нибудь из твоих сестер. Я никогда не был искушен в исцелении, а сейчас я последователь иной силы. Но ни одна из них не смогла бы дать тебе больше нескольких минут ясного ума, даже если ты и не успел бы сокрушить ее первый. То, что я сделаю, сослужит неплохую службу и для моих целей». Его улыбка была неожиданна и жестока. «Но, боюсь, шайтаново исцеление отличается от всего того, что тебе известно. Исцелись, Люстерин!» Он простер руки, и свет потускнел, словно бы тень легла на солнце. Боль вспыхнула в Люстерине, и он закричал. Крик исторгся из самой глубины его души, крик, который он не мог остановить. Огонь опалил его до мозга костей, по жилам хлынула кислота. Он выгнулся дугой и рухнул спиной на мраморный пол, ударившись головой. Сердце бешено колотилось, готовое вырваться из груди. Каждый удар пульса вновь вгонял в него пламя. Он беспомощно содрогался и извивался в конвульсиях. Его череп, грозя взорваться от боли, превратился в источник неимоверных страданий. Хриплые вопли разносились по всему дворцу. Медленно, очень медленно боль отступила. Она отпускала Люстерина долго,
чуть ли не 1000 лет. Он лежал на полу, дрожа и судорожно хватая воздух горящим ртом. Казалось, прошла еще 1000 лет, прежде чем Льюс Террин сумел приподняться, напрягая непослушные мышцы медузы. Его качало из стороны в сторону, когда он, опираясь на ладони и колени, встал на четвереньки. Взор Льюса Террина упал на золотоволосую женщину, и вопль, сорвавшийся с его уст, не мог сравниться ни с одним криком, что прежде вырвало из него боль. Шатаясь, едва не падая, он подполз к жене. Чуть ли не все оставшиеся силы ушли на то, чтобы подтянуть Ильену к себе и обнять. Дрожащими руками Льюс Террин убрал волосы с лица женщины, вглядываясь в ее широко раскрытые глаза. «Ильена! Да поможет мне свет! Ильена!» Он склонился над ней, стараясь прикрыть собой, еле сдерживая в горле рыдания и стоны человека, которому незачем больше жить. «Нет, Ильена! Нет!» «Ты можешь вернуть ее, убийца родичей. Великий повелитель тьмы может оживить ее, если ты будешь служить ему. Если будешь служить мне». Льюс Террин поднял голову, и облаченный в черный человек невольно шагнул назад, увидев его горящие ненавистью глаза. 10 лет, предатель! — тихо произнес Льюс Террин. Тихо, как звучит обнажаемый клинок. 10 лет, как твой гнусный хозяин разрушил мир. А теперь это. Я 10 лет. Ты жалкий глупец. Эта война длится не 10 лет, а идет с начала времен. Ты и я сражались в 1000 битв на каждом обороте кольца. 1000 тысяч раз, и мы будем сражаться до тех пор, пока не остановится время и не восторжествует тень. Последние слова он выкрикнул, взметнув вверх сжатый кулак, и теперь уже Льюс Террин отшатнулся, с трудом переводя дыхание, заметив, как сверкают глаза предателя. Осторожно Льюс Террин опустил Ильену, нежно провел пальцами по ее волосам. Когда он встал, слезы застилали взор, но голос его отдавал холодом и металлом. «Что бы ты ни сделал, этому не будет прощения, предатель. Но за смерть Ильены я уничтожу тебя. И твой хозяин не поможет тебе. Готовься к... Вспомни, ты, глупец! Вспомни тщету своего нападения на великого повелителя тьмы. Вспомни ответный удар. Вспомни. Даже теперь 100 спутников раздирают мир на части, и каждый день еще 100 человек присоединяются к ним, чья рука погубила Ильену солнечноволосую, убийца родичей. Не моя. Нет, не моя. Чья рука поразила всякую жизнь, которая несла в себе хоть каплю твоей крови, всех, кто любил тебя, всех, кого любил ты. Не моя, убийца родичей. Нет, не моя. Вспомни все, и ты узнаешь цену за сопротивление Шайетану. Внезапно по лицу Льюса Террина, покрытому копотью и грязью, покатились капли пота. Он вспомнил. Туманное воспоминание, похожее на сон во сне. Но он понял. Оно правда. Стены отразили дикий рев человека, вдруг открывшего, что душа его проклята навеки, проклята за деяние его собственных рук. Он стал царапать лицо, словно желая вырвать глаза и не видеть того, что содеял. Везде, куда бы Льюс Террин не устремлял взгляд, он видел мертвых. Были они растерзаны, изломаны, опалены огнем, наполовину поглощены камнем. Везде были безжизненные лица тех, кого он знал, тех, кого он любил. Старые слуги и друзья детства, верные соратники, прошедшие с ним через многие годы битв, и его дети, его сыновья и дочери, замершие навсегда, лежащие, словно сломанные куклы. Все пали от его руки.
Лица детей обвиняли, невидящие глаза вопрошали, и слезы его не стали для них ответом. Смех предателя стегал, как кнут, заглушая стоны. Льюис Террин больше не мог видеть эти лица, терпеть эту боль, не мог вынести всего этого. В отчаянии он потянулся к истинному источнику, к попорченному Саидин, и переместился. Местность оказалась ровной и пустынной. Поблизости несла свои воды река, широкая и прямая. Но Льюис Террин ощущал, что на 100 лиг вокруг не было ни души. Он был один, в таком одиночестве, в каком может пребывать человек, пока жив, но от воспоминаний, тем не менее, убежать не удалось. Глаза преследовали его, преследовали по бесконечным пещерам разума. Он не мог спрятаться от них. Глаза его детей, глаза Ильены. Слезы блеснули на щеках Льюиса Террина, когда он поднял лицо к небу. «Свет, прости меня». Он не верил, что прощение придет. За то, что он сделал, нет. Но Льюис Террин Теламон все равно кричал, обращаясь к небу, моля о том, чего не мог получить, моля о прощении, не веря в то, что может быть прощен. Он по-прежнему касался Саидин, мужской половины силы, которая правит вселенной и вращает колесо времени, и ощущал маслянистое пятно, пачкающее его поверхность, пятно ответного удара тени, пятно, которое обрекло мир на гибель. Из-за него, так как в гордыне своей он возомнил, что люди могут сравниться с Создателем, что они могут восстановить созданное Творцом, но людьми же испорченное. В гордыне своей он верил в это. Льюис Террин потянулся к истинному источнику, жадно припав к нему, как умирающий от жажды к сосуду с водой. Он стал быстро черпать единую силу, больше, чем мог направить без посторонней помощи. И кожа его словно охватила пламенем. Напрягаясь изо всех сил, он заставил себя вобрать еще больше, стараясь вычерпать все. «Свет, прости меня! Ильена!» Воздух обратился в пламя, огонь стал жидким сиянием. С неба ударила молния, и всякий, кто хоть на миг бы узрел ее, выжег бы себе глаза и ослеп. Сорвавшись с небес, огненная стрела пронзила Льюиса Террина Теламона и прожгла себе путь в недра земли. Едва она коснулась скалы, как та обратилась в пар. Земля заметалась и затряслась, словно живое существо в предсмертной агонии. Исчез сияющий стержень, на одно биение сердца связавший землю и небо, и земля пошла волнами, словно море в бешеный шторм. Плавящиеся скалы взлетели вверх на 100 футов, вздыбилась стонущая земля, взметнув еще выше пылающий фонтан. С воем промчались ветры с севера и с юга, с востока и с запада. Они с хрустом перемалывали деревья, словно те были тонкие прутики. Яростные порывы своими ударами и пронзительным свистом как бы помогали горе расти все выше к небу, все выше к небу, все выше. Наконец, ветры стихли. Земля успокоилась, подрагивая в такт отдаленному грохоту. От Льюиса Террина Теламона не осталось и следа. Там, где он стоял теперь, устремившись на мили в небо, возвышалась гора. Пышущая жаром земных глубин лава еще выплескивалась из обломанной верхушки. Катаклизм сдвинул русло прежде прямой реки в сторону. Теперь она большой дугой огибала гору, и в самой середине реки, разделяя ее на два рукава, возник длинный остров. Тень от горы почти достигала острова. Ее мрачная полоса легла на равнину печатью зловещего пророчества. Какое-то время единственным звуком был глухой,
протестующий гул. Воздух над островом замерцал и сгустился. Появилась фигура человека. Мужчина в черном стоял и разглядывал огненную гору, поднявшуюся над равниной. Черты его лица исказились от ярости и презрения. «Ты не уйдешь так просто, дракон. Между нами еще не все кончено. И не кончится до скончания времен». Затем он исчез, а гора и остров остались одни. Остались ждать. И пала тень на землю, и раскололся мир, как камень. И отступили океаны, и сгинули горы, и народы рассеялись по 8 странам мира. Луна была как кровь, а солнце как пепел. И кипели моря, и живые позавидовали мертвым. Разрушено было все, и все потеряно, все, кроме памяти. И одно воспоминание превыше всех прочих о том, кто принес тень и разлом мира. И имя ему было Дракон. Из Алет-Нин-Тайрин Алта-Камора «Разлом мира». Неизвестный автор, 4-я эпоха. И явилось это в те дни, как являлось раньше и как будет являться не раз. Тьма тяжко легла на землю, и омрачила сердца людей, и увяли листья, и пожухли травы, и умерла надежда. И возопили люди к Создателю, говоря: «О, свет небес, свет мира, пусть гора родит обещанного, о котором говорят пророчества, как то было в эпохах прошедших и как то будет в эпохах грядущих. Пусть принц утра споет земле о зеленеющей траве и о долинах, полнящихся агнцами. Пусть длань повелителя рассвета укроет нас от тьмы, и великий меч справедливости защитит нас. Пусть вновь несется дракон на ветрах времени. Из Харал Дрианан Те Каламон. Цикл дракона. Неизвестный автор. 4-я эпоха.